Привет всем, кто смотрит! Сегодня мы начинаем подготовку к покраске. Я вам покажу, чем мы будем грунтовать и расскажу, чем буду пользоваться, какими инструментами. Сегодня солнышко, у меня хорошее настроение. Поехали! Первый мы используем грунтовку TIF Grunt Alligator. Ее разводим 1 к 1 с водой и наносим дважды по мокрому. Это грунтовка глубокого проникновения. Для нанесения я использовала бюгели, обычные валики, ванночки и вспомогательный инструмент у меня распылитель. С помощью него я грунтовала розетки. И вот у меня получился такой импровизированный удлинитель из обычной швабры для большего удобства. Вторая грунтовка Haft Sperrgrund, также аллигатор. Это изолирующая грунтовка. Ее мы наносим в один слой, не разбавляя. Для нанесения я уже использую кисти Анза, под них ванночка, также валик Анза с бюгелем. И под него ванночка. Это уже все грязненькое, я сейчас им грунтую. И самое прикольное хотелось показать. Для кистей вот такая ванночка, и кисть Анза встает сюда как влитая. Это очень удобно и очень приятно. Красить мы будем краской Phonix Matte Alligator в один слой, так как изолирующий грунт уже колирован. Инструменты будем использовать те же самые. Ну что, наконец-то мне камера досталась. Меня постоянно камеру забирают. Короче, красим. Красим вовсю. Сейчас все вообще покрасим. Во. Эту розетку закрасили. Саша мелко кисточкой. Что ты делаешь мелкой кисточкой тут? Да, грунтовые поднутрения. Поднутрения очень такие прям хитрые. И поэтому их надо бы вообще мелюзгой какой-то пройти. Вот Саша это и делает, наверное. Так, а вы тут что делаете? Вы уже розетку красите, Ксения красит розетку. Грунтуем. Грунтуем. Да, кстати, это грунт. Да. Как тебе с ним? Тяжеловато. И все? Да. Но эта розетка попроще идет, чем та. Впитывает очень хорошо и быстро. Старый гипс рыхлый впитывает этот клейкий такой изолирующий грунт. По плоскости Саша говорит намного проще все. И новая розетка, та новодельная розетка, которую мы делали, она тоже была как бы проста в работе. Адово мигает этот свет. Драгоценный грунт
Сколько стоит капля его? 3 рубля стоит миллилитр этого грунта. 3,5 даже, по-моему. Или 3. 3 рубля 1 миллилитр. Смотри, капельки не роняй. Пожалуйста. Мне по пальцам больше размазано. На самом деле этот грунт очень хорош. Очень хорош. Он работает против желтизны. И очень надеюсь, что он работает еще против всего, что может произойти с этими розетками в будущем. Да, этот грунт определенно хорош. А более всего хорош он тем, что я, например, не знаю аналогов ему. Паропроницаемый изолирующий грунт. Напомню, кто, может, не смотрел или недавно присоединился к нам, что я узнавал, существует такой грунт, существует грунт, производитель Кейм. Официальный представитель в городе Санкт-Петербург — это компания Рестауро. Я читал характеристики этого грунта, и походу он прозрачный. Написано, что если вы считаете недостаточным нанесение, надо наносить еще раз. И как это понимать, я не знаю. И там еще сложность у этих ребят с тем, что они работают только с юрлицами. Вот. Частным образом, ну, как бы будет сложно покупать у них. Хотя можете попробовать. Кто хочет, можете попробовать, расскажете потом, как работает Кейм. Вот. Изолирующий грунт. По-моему, I&F грунт. Так он называется. Ну а мы работаем грунтом аллигатор, Haftung Sperrgrunt. Определенно нравится, как он работает. Хотя работать им не очень-то удобно. Ну, что поделаешь. Ну, как желтизну убирает. Надо выключить лампочку. Ага, ее я не вижу. Видишь. О, видно все. Главная камера видит. Потом включим ее. Ну давай, цветочек пока. Цветочек. Красивочек. Видимо, перекрывает желтизну. Так, ну что, окинем ее последний раз, такую желтую, взглядом-взором. Сейчас покрасим и посмотрим, как она будет выглядеть после первого слоя, после грунта. Угу, вот так получилось. Первый слой. Это можно уже счесть готовым, если захотеть. В принципе, технологично вот так можно бы уже и оставить. Как мы знаем, технолог такое одобряет. Говорит, да, можно оставлять вот так, это как бы покрашено. Но мы все равно будем еще красить краской сверху. Так, на этой розетке, да и думаю, еще на некоторых розетках, я не знаю как, надо, может, выключить этот свет или развернуть. Я не вижу здесь. Вот если... Я крашу только там, где я помню, что она была. Подождите. Вот если убрать вот этот мигающий свет, то я, например, вижу под внутрениях чуть-чуть желтизну. И еще раз мы проходим изолирующим грунтом эти места, где есть желтизна, точечно, чтобы наверняка от нее избавиться. Я вижу в поднутрениях тени и прохожу еще раз. А, ну вот здесь точно желтый. Есть. И прохожу второй раз там, где она была, на ощупь. Так, красим здесь. Отдельно же красим падугу, а отдельно потолок. Вот такая разница получается. Вот так. Здесь перекрывает, ну здесь желтоватый такой вот, как бы основание наше, да, для покраски. Вот так выглядит. Все. Сейчас будет весело там за трубой. За трубами особенно весело работать. Кое-кому будет, да. Ну вот так перекрывается темное вот. Вот так вот. Так, Саша там говорила, не говорила? Скажу еще раз. Очередность при покраске, которую мы используем. Тингрунт ЛКФ. 2 раза мокрым по мокрому, 1 к 1 с водой. Следующий был Haftung Sperrgrunt. Изолирующий грунт. Краска грунт, да? Да. И, наконец-то, краска. Краска Phoenix Matte. Материалы эти нам известны. Материалы эти нам полезны. Поехали, вскроем. Вот так. Она расслоилась. Естественно, мы ее еще не вскрывали. О, жижка сверху. Опа. Берем подарочный венчик, которым очень удобно будет перемешивать эту краску. Попробуем. А, да. О, да.
Венчик хорошо туда в угол ложится. Вообще классно. Из углов достает все. Ну вот наша красочка любимая. Вот такая. Ну минут 5 надо перемешивать хорошо, активно. Ну зато вот. Я хотела сказать, что прошло полчаса. Нет, минут 5 прошло. Не надо, не обманывайте. Ну что, это комната завершающая. Не последняя, завершающая комната. Изолирующий грунт на потолок. На сам потолок. Падуги уже сделаны. И как идем? Идем параллельно окнам, поскольку краска пойдет на окна, перпендикулярно окну. То есть слой пигментированного грунта, он же как краска, да? После него будет еще один слой, и вот этот слой идет параллельно окнам. Потом перпендикулярно. Завершающий, финальный слой будет. Так, розетки, они все прогрунтованы. Покрашена краской только одна. Изолирующий грунт везде на остальных. Так, здесь все с этой хорошо. Никакой желтизны, все вроде бы в рамках приличного, да? Вот эта розетка, с ней тоже все хорошо. Какая желтая была, да? Какие-то разводы были. Все, уже все ушло. Очень хорошо стало после грунта. Она как бы влилась в потолок, да? Да. А вот эта розетка почему-то после 2 проходов грунтом все равно чуть-чуть осталось желтизны. Вот я ее отсюда вижу. Что-то я перевернул, ну ладно там. Есть? Есть. Вот в поднутрениях видно. Тут? Ну да, вот в поднутрениях. И вот с моей стороны видно, что есть. Вот. Вот там прям в поднутрении возле лозы, виноградная лоза такая. Вот. Еще раз проходим грунтом. А, и на завиточке, по-моему, тоже вот есть. Вот так за 2 раза даже не перекрыл. Хотя почему-то здесь не было так прям желто, как вот на той розетке, да? Но почему-то вот такая какая-то природа, видимо, химия какая-то, вот так она работает. Что вот с 3-го раза кажется, что мы перекрыли все грунтом. Ах. Ну, надеюсь, этого хватит. И вот такие мы приступили уже к покраске, уже мы красим, и нашли мы одну трещину. Одну трещинку мы нашли. Я вам ее покажу, но чуть позже, а сейчас я хотел бы акцентировать внимание немного на трещинках и покраске. Так вот, в этой квартире в данный момент нет отопления. Сейчас уже декабрь, сегодня обещают минус 18, отопления здесь нет. Почему так получилось? Почему здесь до сих пор нет отопления? Радиаторы есть. Вот там. Вот. Радиатор запакованный. Они есть. Но отопления нет. А мы уже красим. Изначально идея покраски в холодном помещении, где не включалось отопление, а потолки сделаны, мне не понравилось. Я на запрос собственника идите покрасьте, я сказал, слушайте, давайте подождем, дождемся, включим радиаторы, пойдет какое-то тепловое расширение, где-то оно по-любому где-то потрещит. И перед покраской мы все увидим, мы продефектуем, посмотрим и заделаем трещинки. Но нет, у собственника другие соображения на этот счет, и я позволю себе их процитировать. Цитирую. Рассказываю свои условия принятия решения. По ряду причин радиаторы после установки лучше не снимать. Особенности соединения плюс большие сложности со сливом воды из них при отключении. Для работ с полом радиаторы лучше иметь в снятом виде. А здесь еще будут делаться полы. То есть, когда мы уйдем, когда все везде покрасят, будут реставрировать пол. Здесь старый пол везде. То есть, неудобно будет работать, когда будут радиаторы. Для покраски стен лучше иметь радиаторы в снятом виде. Тоже логично. Исходя из таких условий, вариантов у меня 2. Красить потолок в самом конце, когда сделан пол и покрашены стены, со всеми соответствующими сложностями и рисками. Первый вариант. Второй вариант. Красить потолок в любое другое время, примирившись с потенциальными трещинами. Как я понял из ваших слов, трещины, если и будут тонкими не сантиметр шириной. Это звучит как приемлемый риск для меня. Конец цитаты. То есть собственник осознает риски и готов на это пойти. Хотя лучше бы, по моему мнению,
Лучше бы, конечно, включилось бы отопление, чтобы это все где надо, еще раз, может быть, там потрещало, мы бы еще раз прошли и потом уже выдохнули бы. Ну ладно, красим сейчас и красим. И нашли трещину. Сейчас я вам покажу трещину. Она тоже стоит некого рассмотрения. А я не вижу. Я не вижу. А я ее тоже не вижу. Сейчас, кстати. Где же ты, где трещинка моя? Я ее не вижу. Она ушла. Закрасилась. А, все, увидел, ребята, я ее увидел. И я считаю, что надо с ней что-то сделать. Дайте мне чем-то ткнуть. О, цикля. Вот эта трещина. Сейчас приблизимся к ней. Она так не видна. Очень сложно ее увидеть. Короче, это весь новый кусок. Здесь был кусочек старого, вот здесь. А это все новое. И эта трещина пошла по-новому вообще. В новый потолок. Потолок покрашен. Здесь уже покрашена краской даже. Вот она. Надеюсь, что вам ее видно. Вот она пошла. Вот она до сюда дошла. И сюда она пошла вот так вот. И захотелось растрещаться. Вот. Закончилась она. Она идет как бы под валиком там. Может быть, из-за трубы, труба горячая, кстати, да? Ну ладно. Что я заметил? Работу сетки я заметил. Я заметил работу сетки, потому что трещина, вот она пришла и закончилась. Дальше у нас сетка. То есть сетка выполняет свою работу. Она сдерживает ее. То есть иначе бы она пошла бы еще дальше. Но уже незаметно вообще. Вот она. Вот. Так что расшивайте ее чуть-чуть. Пожалуйста. Где? Чего? Не можешь найти ее? Вот она где. Напачкал тут уже. Ну ничего, сейчас перекрасим это место. Мы расшиваем не полностью. Это бессмысленно было бы сейчас расшивать эту трещину полностью, да? Прям до основания. Это делается не на этом этапе, конечно Мне кажется, с такой трещиной вообще бессмысленно ее трогать. А я говорю, чуть-чуть ее расшей, и мы сейчас применим кое-что. Не видно. Ты хочешь похвастаться Чем похвастаться? своим кое-что? Своим кое-что? Да. Ну ладно, хочу похвастаться своим кое-что. Вот оно кое-что. Я им не хвастаюсь. Мы им заделаем эту трещину. Это Симлайт. Шпаклевочка эта способна выдерживать некие деформации. И очень она хороша как раз вот на таком вот этапе, когда все уже финиш, и вот какой-то косяк. И этот косяк мы будем восполнять Пальцем. пальчиком. Вот. Не ешь такое. Чуть-чуть подрошили, чтобы дать место хотя бы, чтобы шпаклевка хоть чуть-чуть куда-то проникла. Время высыхания этой шпаклевки в нормальных, в человеческих условиях плюс 20, да, 60 там влажность, по-моему, около 2 часов. То есть мы сейчас мазнем, а вечером здесь еще чуть-чуть подкрасим. Это единственное место, где вот я заметил трещину в работе при покраске. В вашей работе заметны трещины. Чего? Тут 80 квадратов этого потолка. Что вы вообще выдумываете? Да возле трубы тут тепло. Да. Я думаю, да. Вот. Да, она маленькая, она волосяная, фактически незаметная была, но... Не все еще. У тебя тупая цикля. Чего? Тупая цикля. Кто такая тупая вообще? Че тупая? И вот так, с легонца, чуть-чуть мы ее как бы подправили. Твоими руками. Или чьими? Вот так. Инструмент известный нам, да? Пальцеточка. Пальцеткой работаем. Не стесняемся. И циклей. Вот так. Хорошо. И оставим это высыхать. Потом закрасим. Ну чего, трещинки трещинками, ладно, это такое. А у нас тут есть такая неприятность, и мы не можем никак ее решить. На, показывай. Не то чтобы не можем, мы, может, даже и могли бы, но просто не знаем как. У нас первый раз такое. Это изолирующий грунт. Короче, сложность в том, что мы просто уже не знаем, что с ней сделать. Покрыли изолирующим грунтом, до этого тиф грунтом.
И вот такая вот ерунда. Он даже наносился уже как-то неадекватно. И сейчас, вот уже я сковырнула место, пошел кракелюрами. И как будто бы, ну, какой-то некой коркой встал. Как будто не загрунтованная, либо, ну, не обеспылена поверхность была. Хотя все было сделано максимально технологично, все было просушено. Она неделю стояла, то есть она не могла не высохнуть. До этого я ее дуйчиком сушила, то есть влага изнутри, ну, не может идти. Вот, совершенно не знаю, что с этим делать. Как бы попробуем еще раз по новой. Я сковырну все, что сковыривается, вот эти вот кракелюрчики, вот, мазну симлайтом и попробуем еще раз загрунтовать. Посмотрим, как она себя поведет. Ну, на самом деле непонятна история с этой розеткой. Здесь было очень много высолов, очень много соли. Саша мыла, помывала. Вот. И чего-то как-то вот. Ну, вспомним, что здесь было. Здесь розетка, половина розетки просто отвалилась в свое время от протечек. То есть, помните, кто смотрел, да, вот видео про старую больную розетку. Это вот новодельная розетка. Это копия. Старая была разрушена протечками. Здесь текло тоже неплохо, скорее всего. Можно было бы отнести этот момент в сторону того, что мы мыли уксусом. Ребята, но мы мыли уксусом еще 2 розетки. Не было. Да, нигде такого не было. Вот почему-то на этой розетке адовое количество солей каких-то, которые выходили, минеральных солей. А на тех розетках такого нет нигде. То есть они все в хорошем, приятном, таком классном состоянии. На самом деле эти розетки заняли очень много времени у Саши. Именно из-за солей, из-за всего такого. Что-то прямо они у нас очень трудно пошли. Казалось бы, 3 розеточки. 3 несчастных розеточки. Но они своим несчастьем с нами поделились. А ты уже говорил, да, что за это время можно было слепить новые? Да, кстати. Порядка что-то 70 часов или сколько у тебя ушло на них? На восстановление. Ты профессиональный скульптор, и я думаю, что... Какой скульптор? Лепщик обычный с хорошим модельным фондом сделал бы... Либо так, да. Слушай, нужен был бы хороший модельный фонд, можно было бы сделать их новые. За это время. 70 часов это полмесяца, 2 недели. Как-то так. Очень-очень сложно они идут. Непонятно почему. Ну, не они, вот это вот. Да. Непонятно. Что-то может быть там на чердаке. Когда-то было раньше. Да, тут сам гипс разрушается, он просто крошится. То есть я его подмазала, потом еще раз обрабатывала. Ну, это все будет или было в роликах. В общем, все розетки были сложными, но это самое сложное оказалось, потому что сам старый гипс сам разрушается. Может быть такой еще момент, что что-то туда добавили. Что-то как-то попало в воду, может быть, при отливке. Может быть, сверху над этим местом, где-то на чердаке, что-то стояло когда-то за 105 лет. 105 лет этой розетки. Такой момент, да. Ну, можно было вызвать специальную химическую лабораторию, проектную организацию, которая бы произвела бы исследование вот этой розетки и высказала бы свое, скажем так, авторитетное мнение. Но нет. В общем, делаем с ней, опять проделываем ту же работу. Почему-то местами вот такое ощущение, да, что там как будто она отошла пузырем. Может, что-то химическое происходит непонятное. Непонятно. Пока не ясно. Ну что, мы уже так делали раньше. На этой розетке. Мы уже так делали. И теперь делаем еще раз. Что мы сейчас делаем с Сашиными руками? Что мы твоими руками делаем? Я разбавила грунт. Хафтспергрунт. Да, изолирующий грунт я разбавила водой. И прохожусь еще раз по тем местам, которые я вскрыла, чтобы, ну, как бы запечатать ее. Получается, мы уже так сделали. Мы делали так вчера. То есть, один раз Саша проходила, смотрела, видела какие-то места, что-то ей не нравилось. После грунта она чуть-чуть сковыривала, смотрела и проходила жидкой. И сейчас, когда она еще раз прошла, и опять пошли вот какие-то кракелюры, они пошли не в тех местах, где было пройдено жидким, более разжиженным. Это не технологично по отношению к этому грунту. Поскольку технолог настаивал, этот грунт разбавлять не стоит.
чтобы остались его укрывающие свойства. Но в нашем случае мы его разбавили, потому что оно так хоть как-то держится, вроде бы. То есть как-то она подлипает в разбавленном состоянии. Может из-за того, что гипс какой-то слишком впитывает, может еще из-за чего-то. Но вот есть места, где он не прилип. Хотя этот грунт, он предназначен для нанесения на все вообще. Кроме, по-моему, каких-то видов пластика. То есть его можно наносить на дерево, на штукатурки, там, на что угодно. Он должен липнуть, он липнет, он очень липкий, но почему-то должен, но не обязан. Вот, как говорится. Вот. Так что продолжаем сражение с розеточкой. Высохнет и посмотрим, получилось ли хоть что-то. Ну что, красим, открашиваем падуги, потом Саша пойдет на потолок. Красим мы очень весело, белым по белому. Красим мы без света, потому что со светом вообще ничего не видно. А так хоть что-то типа видно. Ну, не знаю, как камера видит вообще разницу какую-то. Вот здесь вот так покрашено. Вот этот кусок падуги покрашен. Потолок только грунт. Ну, местами есть такие непрокрасы, там, где все равно на потолке видно какие-то пятнышки. Это разная впитываемость, скорее всего. Ну, краска это перекрывается. Но вот так покрашено, слева, справа не покрашено. Видно что-нибудь? Я вообще не вижу разницы. Вообще, как бы красим белым по белому вслепую. Ты видишь там разницу? Есть. Только вот тут еще мокренькая немножко, а тут сухо. Вся разница. Она, если отличается, эта краска, по какому-то, на какую-то долю тона, наверное. Белый и немного другой белый. Вот. Вот так. А красить надо. Вот так мы как-то красим. Вот. Не очень-то понятно. Ну, на карнизах еще есть местами где-то пятнышки какие-то после грунта, где-то чуть-чуть тоже осталось. Когда их перекрываешь, то понимаешь, что я там прокрасил, да, но вот на какой-то белой падуге, например, вот, что, как, никак. Еще особенно вблизи, странно. Ну, мы такое проходили, нам такое задавали. Как-то покрасим, что. Получается, что нам вся покраска, собственно, сама покраска состояла из покраски грунтом. Как-то так оно выглядит. То есть покрасили грунтом, получили видимое какое-то изменение, а дальше все. Дальше вот краской по грунту белым по белому. Вот так. Видна разница там или не видна? Где мы красим, где мы не красим. Вот этот блок покрашен, а этот не крашен. Камера, наверное, увидит что-то. Но мы выключили весь свет, поскольку все мигало. У нас же тут, наверное, обед, вечереет, как бы, ну, солнце не садится. Что? Нормально? Нормально. Не мигает? Не мигает. Шпаклевка подсохла. И теперь заделаем трещинку. Красим. Красим. Заделаем уже, красим и закрашиваем. Ну вот. Как будто бы ее там и не было. Ну, ее там и не было, надо быть честными. Она была минимальная, волосяная, ну. Мы ее увидели, мы ее заделаем. И этой же шпаклевкой Simlight Саша обрабатывает розетку, там где подковыривала, там где проходила этим изолирующим грунтом. Вот. Но вроде бы заделывается. Вроде бы она заделывается. Или не заделывается? Заделывается. Заделывается. Саша измучилась с этой розеткой. Да уж. Так, тут везде мигает этот свет, мерцает. Вот так вот как-то выглядит покрашенное белое на белом. То есть камера вроде как видит разницу. Ну, глазу очень незаметно. Белое по белому. Вот здесь еще над печкой участок видно, что он как бы чуть-чуть отличается. И то это может быть направление нанесения. Тоже играет роль. А здесь приходится просто вглядываться. И только по блеску работает Ксения тут. Ну что, одна. Все мы так работаем. И я подумал, что может быть выход вот для такого рода занятий. Может быть теоретически это взять солнцезащитные очки какие-то. Попробовать. Вот может в них можно будет увидеть градацию тонов. Поскольку она есть, но она очень такая. Тона очень близко друг к другу. Тона белого. Время подводить итоги. Посмотрим, что получилось. С минуты на минуту придет собственник, отдаем ключи и уходим, надеюсь, завершив этот потолочек.
Давайте смотреть, что получилось. Не везде есть свет. Где-то будет естественное освещение, где-то не очень естественное. Угу, поехали, посмотрим. Начнем с кухни. Так, здесь у нас комнаты. Кухня вдали. Пойдем с нее сюда, в эту сторону. Пойдем. Так, здесь есть освещение. Ну чего? Ага. И сразу я вижу трещину. И мы не уйдем отсюда, потому что здесь все потрещало. Ха-ха-ха. Ну, это уже будет мимо этого видео. Может быть, потом я сюда еще попаду. Почему-то здесь потрещало. Может, ходили, может, нет. Ужасная трещина просто. Просто ужасная. Вот она. Вот она прошла. Вот она прошла. Мы ее заделаем, но это будет, скорее всего, потом. Ладно, смотрим дальше. Вот так получилось. Кухня. Вот, вот, вот. И еще отсюда смотрим. Оп. И вот так. Довольно милые углы. Все вроде бы в рамках приличного. Ванная. Угу. Есть ванная. Вот так вот выглядит. Как мерцает этот цвет маленький, да? Ну, пойдем дальше, в следующую комнату. Здесь мы шпаклевали, смотрели, что получается. Вот так все сделано. Вот так получилось. Вот. Вот, перфекционисты страдают. Смотрят в этот угол и страдают. И в левый смотрят, страдают. И в правый смотрят, тоже страдают. Да, вот так оно получилось. Так получилось свести. Вот. Следующая комната. Здесь это многострадальная розетка. Вроде бы все с ней нормально. Света здесь нет. Вот так в естественном освещении она выглядит. Вот. Тут мало чего видно. Видна увеличенная полка в эту сторону, да? Виден, хорошо виден угол. Один угол хорошо виден, второй контрастно все. Отойдем чуть в сторону. Ну, вот так. Как-то так выглядит это. Угу. Пойдем дальше. Здесь есть освещение, хорошо. Вот эта розетка. Самая битая, побитая розетка, избитая. Вот она такая. Все с ней хорошо. И смотрим, как получились у нас укосы. Ну, вполне себе получились. Вот здесь так удалось свести. Вот. И здесь тоже есть смещение в этом углу. Вот такое. Ну, в целом вот такая комната. Так выглядит теперь она после покраски. Напоминаю, что слой Hafspergrund был вот так, параллельно линии окон и перпендикулярно, как бы, вот в этом направлении слой краски. Угу. Угу. И здесь тоже освещения нет. Там какая-то хилая лампочка. В принципе, камера хорошо вылавливает и все хорошо видит. Вот. Вот так получились эти углы. Тоже не удалось их свести вот там. Вот. Ну, как они получились, так и получились. Здесь было сильно опущено, тоже здесь провис карниза. Как-то вот так вышел этот угол. Ну, вроде ничего, так прилично. Эта комната получилась, по-моему, самая гладкая, самая смуз такая из всех. Почему-то она была такая самая рваная, получилась вот такая. Довольно-таки эстетичная, как по мне. Ну, вот эти углы, укосики. И розеточка еще раз. В свете в этом будет видна эта трещина, да, прошла она после покраски, она омерзительная, она огромная, с ней надо что-то делать, ну ладно, для этого ролика материала уже достаточно. Отдаем, передаем ключи там и решили, чего сделать с трещинами. Здесь до сих пор нет радиаторов, здесь не включалось отопление, сейчас чистят снег с крыш там. Возможно, там тусовались, прыгали, бегали, плюхались какие-то ребята, решили так. Потом, после
всех ремонтных работ до заезда собственников еще раз придем и посмотрим, что там вообще произошло с этими потолками. Краска у нас осталась, симлайт у нас остался. А вот так. Буквально прошла неделя. Даже меньше. Какая неделя? Там несколько дней пошло после покраски. Вот такое получилось. Такая вот трещина сразу проскочила. А я вот хотел такого избежать, но не вышло. Да, лучше бы мы делали это в конце. Ну ладно, получилось как получилось. Надеюсь, что получилось хорошо, добротно, хоть сколько-то. Долговечно и так далее. В целом, личное впечатление. Мне понравилось. Это был довольно сложный проект в стадии расчистки, в стадии шпаклевания. Но мы его сделали. Надеюсь, сделали. Время затраты. Чуть больше 100 часов заняла у нас покраска. Здесь все просто. Мало лепнины. В целом, весь этот проект с самого начала до самого конца занял у нас больше 1500 часов. Вот такие вот временные затраты. Если вам понравился этот проект, понравилось это видео, лайк. Не понравилось видео, дизлайк. Вообще, в целом, лайк, дизлайк — это поддержка. Не хотите поддерживать канал, ничего не делайте, не смотрите, закрывайте ролик. Если же вы хотите поддержать, лайк, дизлайк, комментарий. Комментарий минимум 3 слова, пожалуйста. Кто хочет написать комментарий, минимум 3 слова. YouTube считает слова. До 3 слов он не считает. Слово круто он не посчитает. Да. Если не знаете, что написать в комментарии, напишите просто комментарий в поддержку канала. Этого будет достаточно для того, чтобы поддержать нас. Поддержать наше желание создавать подобный контент и показывать его везде вам здесь. На этом всего вам хорошего. До свидания. Пока-пока.